Ну что ж, приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи его будут смотреть, возможно, в будущем. Всем привет, всем приятного просмотра. Продолжаем, а точнее заканчиваем мафию вторую. Это у нас всего 3 стрима она заняла, получается. Странно, я думаю, что мы ее будем проходить подольше. Как минимум 4 стрима думал, но кажется, за сегодня успеем зафиналить на 3-м стриме. Для кого-то это может хорошо, для кого-то может плохо, что мы уже сегодня будем с ней прощаться, с этой игрой великолепной, легендарной. Привет, Виту. Привет, привет. У нас там, не помню, сколько глав осталось до финала, но судя по тому, что я там глянул примерно, сколько до финала осталось, напомнил точнее себе, сколько до финала осталось по главам там. И по идее сегодня действительно должны мы успеть все, по идее. Так что посмотрим, все ли получится так, как планируется. X. X. Продолжаем. Ты финал убиваешь Карла? Угу. Это я помню. Закончили мы на главе, на 11 главе. Вот, да. Начинаем сегодня с 11 и вплоть до финала постараемся. Так, глава 11. Наш друг. Тут нам кто-то это еще позвонил. кто? Я сказал еще тогда, узнаем, кто там за дверью в следующий раз, на следующем стриме. И вот погнали это узнавать. Только, наверное, надо одеться. Не в таком виде. Встречать гостей. Давайте вот это. Кто там? Эй, Вита, 100 лет не видались. Опа. Ага. 100 лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Конечно же, я за рулем, да? Я и не сомневался. Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клименто убит. Слушай, Вита, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай насчет твоего ухода. Клименто с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, Подмазывается, раз уж подмазывается. ты на него работаешь. Я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко. Да, Ага, конечно. Мы Конечно, с Джо конечно. поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. И... что нового? До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем. Не, Забавно, о том, Ничего что не я знаю. грохнули приятеля Джо. Ну, я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Ники. Майки. Как его там звали? Марти, что ли? Да, точно, тот самый. Голосочек, как у Нини Марусы. Да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай, ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? А вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Далеко там еще? Не.
Ой-ой-ой, радио, забыл вырубать радио. Авторские права, точно. Прибыли. Эй, Привет, Вито. мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда Ну такой. да, не вини Джо его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи. Он собирается на нас наехать. А я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клемента. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клемента. Но надо же, насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клемента. Настоящий профи. Да. Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не удел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клемент и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри. Для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вита, на сегодня пока все. Но заезжай завтра. Договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Всегда рады, мистер Скалетто. Итак, отправляйтесь к Лео быстро. Быстро. Это далеко, да. Поэтому надо действительно быстро, очень быстро.
Ну вы серьезно? На последней секунде? Ну это вообще не смешно. Извините, это вообще полный капец. И все заново. Прекрасно. Великолепно. Всегда рады, мистер Скалетто. А-а-а. Дубль 2, блин. Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Тоже почти на последних Лео, секундах. Это я, Вито. Спокойствие, Чего ты спокойствие. вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорее собирайся. За тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ноги мерзнут. Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут. Уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками. Все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно, они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся быстрее, пока он внизу. Ой, а вот это довольно-таки забавный момент. Сколько я помню, тут можно несколькими способами разобраться. Но конкретно я не помню, какими именно. Ты что, сдурел? Никакой кровати. Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Ты что, сдурел действительно? Это все пустое, Вито. Если не хочешь стрелять, тогда пошли отсюда. Отсюда можно попасть на задний двор. Только нужна какая-нибудь веревка. Ну, Все в порядке, Генри, без паники. Что там такое? Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернетесь за мной. Ой, все. Садитесь. Хотя это тоже довольно-таки неплохой Что вариант. за херня тут происходит? Насколько я Слушай, помню. Генри, Лео мой друг, понимаешь?
Он помог мне в тюряге, считай, жизнь мне спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вита, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить, я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал, все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео, должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вита. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш, Лео, хочешь выпить? что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Ладно, Вита, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост-Хевен, сделаю пару звонков, утрясу дела, а потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Я все равно собирался на потом. Вот доживешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не изменится. Он драчун. Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Я сам выбрал, Лео. Ты просто все немного ускорил. И потом, что еще мне было делать? Горбатиться в доках, как отец? Кому ты это говоришь, мальчик? Так что ты будешь делать, Вито? Похоже, что ты уже по шейку увяз. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет? Хорошего отдыха, старина. Преследую гонщика.
Вас понял. Франни, что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше Эй, видеть. что стряслось? Кого видеть? Эрика, Мужа? Почему? он пьет и гуляет все время. И И он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью! Нет, Вита, не надо, прошу тебя, я просто подумала, может, ты с ним поговоришь, он тебя Где он? послушает. Я не знаю. У него есть друг, где-то на Ривер-стрит. Обычно Успокойся, он у все него будет сидит. хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски. Идет?
Вита, это Франческо. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто держись подальше. Ну вот. Теперь еще и с сестрой. Отношения испорчены. Просто зашибись. Так, и что нам теперь спать? И почему мне маркер показывает на выход? Почекай! Живи! Давай! Гори! Макаронь! Гори! Мой дом! Мать! Слушайте, мне нужна ваша машина. Господи! Это, конечно, выглядит смешно. Убегать в труселях и машину так вот останавливать в труселях. Это... Я представляю, что вот эти вот дамочки только что подумали, что творится тут. Конечно, видок. Так, музыку выключить. Джо, ну, только не говори мне, что ты не дома. Ну же, только б не валялся пьяный. Давай! Попридержи коней, иду, уже иду. Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? Да, конечно. Дай я тебе налью. Какого хрена? Мило, да? Это еще что такое? Я тут обстановку поменял. Что скажешь? Да уж, тут все другое. Да уж точно, сам обставил. Так что случилось? Вот, держи.
Те чертовы психи-ирландцы. Что такое? Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? И спалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? А то, ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. И в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Спасибо. Думал, ты не предложишь. Хай, это Джо. Да, я знаю, но мне помощь нужна. Сегодня куча ирландцев пыталась убить моего друга. Они ему дом сожгли. Я хочу знать, кто они такие и где у них логово. Эй, если не скажешь, проблем у тебя будет в разы больше. Вот Микки здорово. Десмонд. Прям как клоун. Вот Дальше оно что, ехать понятно. И где он сейчас? Да, ясно, я знаю, где это. Понятно, спасибо. Ну вот, на человека хоть похож. Только рубаху потом верни, ладно? Таких больше не делают. Да, и знаешь, не просто так. Куда мы едем? В Кингстон, там ирландский кабак называется «Зеленый холм». Поехали. Садись в машину. Ладно. Ты за ирландцами не следил, нет? А что такое? У ирландцев новый босс. Звать его Микки Десмонд. На его место есть еще пара претендентов, так что он всем хочет показать, какой он крутой. А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат О'Нила. А, теперь понятно. На что хошь спорим, торчит сейчас в своей дыре и ржет над нами с остальными ублюдками. Ну, поехали, разберемся с ним. И я про то же. Похоже, их осталось немного, так что кабак можно взять с налету. Застать их врасплох и все дела. Мне нравится план. Уроды, дом мне спалили к чертям. Остынь, мы уже на подъезде. Черт, тебе же ствол нужен, чуть не забыл. Да, хорошо бы у тебя он был. То если нет, придется руками рвать. Честно, мне пофигу. Тут где-то должен быть вроде... ну вот, держи. Спасибо. Тормози нахрен, пока нас не стопанули. И что? Ты что, красный свет не видел? Готов, Вита? Пошли уложим этих кретинов. Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал. Эффектное появление. Вот еще и тогда... Это ты сбежал, четырехлистник. Добрый вечер. Черт, ты... Ну ты нахал. Это да. Я захожу. Ты попал. Давай, урод. Давай, быстро, пошли. Давай. Ты просто Супермен. Давай, покажись. О, в машине еще есть. Так, Садись за руль. уроды. У меня тут белый с серьезным Что оружием. сделано, да?
Да, дом это Понял. вернет. Не волнуйся, дела идут в гору, так что скоро заработаешь на новый. А, очень надеюсь. Ладно, поехали домой. Так что я посплю на твоей тахте, а? Есть вариант получше. Вот, держи ключи. Это квартира Марти. Его мама как раз просила ее продать. Так что поживи там пока что. Спасибо. Вариант. Не благодари, приятель. Староват ты уже для моей тахты. И потом я только что ее купил. Вырубаешь еще. Хата Марти на острове. Так что, полегчало? Не очень. Ну, прописали им по полной, и все равно мало. Эй, то, что сгорело, всего лишь шматье, Вита. Просто шматье. Это было мое шматье, Джо. Как думаешь, зачем я вообще во все это влез? Просто чтобы покупать шматье. Костюмы, тачки, тёлок, дома. Приятель без штанов и бабло тоже все было... Ну и дыра же. Были б деньги на гостиницу. Вот же мерзость. Глава 12. Дары моря. Мой дом сгорел вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник.
Да, одежду надо опять прикупить. Алло. Привет, Вита, это Генри. Эй, Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. ладно. Ну, до встречи. Вадик! А вот и он. Ай, Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай. Я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клименте — конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. ладно, интересно. А мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7500 прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Самоубийца. Китаёзы? блин. Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и Китаёз. прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники. Да, для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс. Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком. 20 штук за один день. Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Что? В машину все не влезут? Супер. Супер-пупер. В машину все не влезут. В эту влезут?
О нет, он нас убьет! Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Брун. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст. Больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни, а потом расстрелял его в упор из автомата. А, это? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно, все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Так, вроде мы на месте. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. О, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги, а тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. «И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами». Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Ты все машины в городе хочешь побить? В задницу укусил. Молодец, Генри.
Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты её что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. О, я там 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Покой, Господи, ее душу. А ты чё? Когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. 41. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачет. Что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карла в заведении. У которого всего 2 пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, Краб дебил. С нами такого не случится. Ты что, красный свет не видел? Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Ты водишь прям как моя бабушка. Господи, да расслабься ты. А теперь за мной. Хай, у нас дело к твоему боссу. Приветствую, мистер Томасино. Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Ваш чемодан достаточно набит? Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Добрый день, господа. Черт, подстается мне, у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Какие туфли? Стойте, эти ребята не копы! Убей, урода! Прикрой нас! Прикрой меня, Вита! Ну вот,
Держись! Отлично! Но и еще дофига! Живее! Черт, так не пройти! Бежим! Пошли вниз! Вито, вынеси дверь! Прикрой меня, Витя! Ты в порядке? Держись! Меня так просто не возьмешь. Он может. Холостыми стреляешь! Плохо, а? Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Прикрой нас! Прикрой меня, Вита! Ну вот, еще лет! Отлично! Ну и все еще дофига! Живее! Вита, черт возьми, Нельзя оставаться! Пошли вниз! Покажи класс! стреляешь, как моя сестра. Пока у нас патроны не кончились. Я прикрою. Ладно, Вита, поплыли. Эй, я здесь, сволочь! Прикрой меня, Вита. Сразу захотелось с тобой ссориться. Обходи их. Ты в порядке? Я уже все. Прикрою, иди. Я захожу. Я прикрою, Вита, вперед! Ладно, Вита, поплыли. Габар, так научись. Драка, а? Стреляешь, да? Давай, быстро, пошли!
решил угробить? Господи, да расслабься ты. Чуть не вляпались. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись! Ты в порядке? Прикрою, иди! Да сдохнешь ты или нет? Это тут. Ты в порядке? Ай, чтоб его! Ладно, поехали, поехали! Это что такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряжены. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сдать товар. Витер, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся. Хуже уже некуда, правда? Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты бы вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30. Мы на месте. Говорить буду я. Это крутые парни, так что без этих ваших шуточек. А, Джо? Привет, парни, как дела? Заходи. А, черт! Хорошая дурь! Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам.
Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джои. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Балаганчик Барбаро. У вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю, нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо, по дороге расскажу. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас свита дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. А, черт! А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. Куда направляемся? Линкольн парк. С Генри встречаемся? Ну да. Ладно, и что он тебе сказал? Он в порядке? Вроде да, но Карло забрал свою долю. Ах, мать. Генри так и говорил, если он узнает. Да. Теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт! И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да, Генри придумает что-нибудь. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого хрена? Происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? У него пушка! Я прикрою! Я захожу! Сразу захотелось с тобой говорить. Мать! Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? И денег нет. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри копы займутся. Это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Ведь людей по-разному убивают. Пули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита! Они, блин, сдохнут! В смысле, зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они! Я их на ихнюю лапшу покрошу! Я что хочу сказать. Мы же даже не знаем, сколько их там.
Ага, и плевать мне на это. Эй, Генри уже мертв. Хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу и сказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Я понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос. Черт, Шо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу. Видел, что они сделали с Генри? Мать твою, Шо! Мог было просто построить ход. Заткнись и помоги мне прикончить этих уродов. Убери ублюдка за стойкой. Ты его делаешь. Ты можешь... откуда он стреляет? Ну, кто вас, придурков, стрелять учил? Берегись! Они сверху палят! Ну же, мелкие ублюдки! О, ну ты снайпер, Вита! Он уже мертв. Откуда вообще эти уроды лезут? Что, ты документ для Китая? Вот сдохни, урод поганый! Ты в порядке? Мог было просто построить ход. Заткнись и помоги мне прикончить этих уродов. Убери ублюдка за стойкой! Я прикрою. Вперед! Куда ты ранен? Берегись! Они сверху палят! Давай, Сергей! Ивона!
Давай, Вита, быстрее! Спокойной ночи, дитя. Там, в огне! Эй, оставь мне пару ублюдков. Откуда-то все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Ну же, мелкие ублюдки! Остался последний. Смотри, вот там. Осторожно, там еще лезут! Его достанет, понял? Давай, Вита, быстрее! Потом не качается. О, ну ты снайпер, Вита! Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяй. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Зря ты со мной связался. Ну, кто вас, придурков, стрелять учит? Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Пошли дальше. Сколько их там еще? Неважно, пулю меня. Еще двое, готово. Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Так, ладно, ползем вот тут.
Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Привет, Кистурс. Рад видеть. Шш! Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Так, ладно, ползем вот тут. Шш! Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Так, ладно, ползем вот тут. Сдохни, урод поганый! Ложись от страха, а? В лифте! Еще! Не бойся, ему конец. Это последний. Вот видишь, все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карла. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Ты что это творишь, а? В лифт! Ты труп! Ты, урод косоглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать? Уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать.
Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Вита, иди сюда. Мать твою, ну же, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Да он маньяк! Живым не берем! Понял. Я захожу. Я лучше всех. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял. Хорошо. Сбросили. Отвези меня домой, Вита. Ох и напьюсь. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруна. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И, Вита, будь осторожен. Вита, ты готов? Похоже, я готов. Ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруна, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, ни одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься?
Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Давай, а? Садись за руль. У меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Да, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Поехали в Гринфилд. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Здравствуй. Почему? Эдди сказал, это услуга семье из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкцией. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. Боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Но тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Тормози нахрен, пока нас не стопанули. Эй, успокойся. Я спешу. Помнишь, что надо сказать? Да. Ладно, поехали. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Я же говорил. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вон те парни. Пошел! Ясно. Валим отсюда к чертовой У нас матери! тут убийство, объект вооружен. Говорит агент Кокс. Вас понял. Вызываю полицейское подкрепление в Гринфилд. Сейчас, блин! Это федералы. Он и правда был под защитой. Эдди славится тем, что любит допускать автобан на Аляску? подобные мелочи. Может, Моя он мамочка? не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Чуть не вляпались. Отвези меня в Кингстон, ладно? У меня там машина. А что с деньгами? Да, чуть не забыл. Эдди заплатил авансом. Так что вот твоя доля.
Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ясно? Эй. Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушаю. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй. Черт. Вита, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно, кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов ты, стой рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Увидим. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали и все поняли, какие вы тупые. Так,
в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить все миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен А ну выкинет, как сбавьте Джона. тон, молодой человек. Чтобы я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш в работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вита? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалетты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдла. Быстро. Не слушай его, Вита. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вита, этот мерзавец убил твоего отца! Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку А убрать, ты а? спроси у него, как твой отец утонул Заткнись. в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай об Почему этом. ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти? потому что он не хотел. Закрой свой рот. Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить. Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вита. Очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Нигде ты это взял. Неважно. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной! Вы с ума сошли, парни! Не нужно этого делать. Вита сам справится. Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. Когда мы с тобой разберемся, пойдешь на торт крысам. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной! С ума сошли, парни! Не нужно этого делать. Вита сам. Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. Как твой старик.
Ты здесь сдохнешь, Вито, как твой папашка. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной. Вы с ума сошли, парни? Не нужно этого делать. Лишний ствол не помешает. Рита, давай, мы прикроем. Папе, Вито, не волнуйся, скоро встретимся. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной. С ума сошли, парни? Не нужно этого делать. Вито сам. Лишний ствол не помешает. Рита, давай, мы прикроем. Ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Когда мы с тобой разберемся, пойдет на корм крысам. Скучаешь, папа? Не волнуйся, скоро встретимся. Знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнаешь? Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Ого, кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Дальше мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария и Иосиф, да поможет вам Бог.
Он нас убьет! Пусти! Урма, чего это мы молчим? А вдруг кто-то новый зайдет? Я думаю, это маловероятно. Ну, тем более, если зайдет, так я моментально переобуюсь. В чем проблема-то? Ты впервые мне, что ли? Я уже неоднократно говорил, я не любитель разговаривать с самим собой, знаете. Просто потому что. Приветствуй, уходи отсюда! Боже, не надо! Не убивай! Вы ничего не видели? И сразу грабить. Ну, у нас такое задание. Грабить магазины или машины для Майка. Привозить. Вот я на пути к Майку и по пути еще как раз таки магазинчиков парочку можно. Это самое. Пока мы деньги собираем. Так что это не я, это все задание. Что ж тут заносит? Боже. И, кстати, раз уж ты зашел, пока я вспомню, глянь-ка, смайлики, глянь, ничего ли там не появилось случайно нового? И перед этим еще уточни, ты с телефона смотришь или с компа какого-нибудь? Телефон, я всегда с телефона. А, ну тогда не важно. Тогда, наверное, у тебя ничего не появится. Так, и сколько Майк за эту машину даст? Деньжат. $400, но это получше, чем грабить магазины, получается. За магазинами там сколько? По 170 два раза получили. Такое себе за машину хотя бы 400, но нам еще надо почти 1000. Это парочку машин. Вот, например, еще одна прям рядом стоит. Смайлики смотря с какого момента.
Ну, ты бы сразу понял, если бы у тебя появились. Но с телефона, я так понимаю, они не появятся. Это надо ПК заходить. Я на прошлом стриме забыл спросить там у товарища. Я сегодня пока еще ни у кого не выдалось возможности спросить. Желательно было бы спросить и на Твиче, и на Ютубе, но самому проверять это совершенно не то. Это надо, чтобы кто-то проверил кое-что. Может, в следующий раз. Вот такой добавился? Не. Это все не то. Там должно было быть целая куча всяких анимированных, прикольных, трендовых смайликов. Благодаря кое-какому расширению для Твича. Это в теории, если все там правильно сработало, конечно. У нас потери! Валите урода! Ясно. Кстати, а сколько заплатят за полицейскую машину? Дайте проехать. Что, охренел, что ли? Нифига себе, какое... Какая наглость тут началась. Ну, ничего. Угу. Кажется, я нашел пенсионный Ой, фонд зашибись. Дерека. Спасибо, вот из-за вот этого вот... скотины из-за этой. Мне сейчас опять ехать целую гору времени. Секунду. Я понял о каком-то расширении. Да? Прекрасно тогда. Кстати, сегодня я диски купил. Сможешь угадать какие? Сколько? Для начала расскажи сначала сколько, а потом будем угадывать. Четыре. Ой-ой-ой, как много. Так. Control. Resident Evil какой-то. Horizon, возможно, новый. Человек-паук 2 может быть. Ну, Ведьмак вряд ли. Control, да. Resident Evil нет. Эх, хороший был вариант. Значит, 3 осталось. Horizon не, Человек-паук не. Ну, один уже угадали, ладно. Киберпанк. Это что-то большая какая-то игра, популярная, или может какая-то там небольшая, которую вряд ли могу знать. Или какие-то прям такие, которые я должен знать по-любому, как в прошлый раз. Нет, все популярные. Окей. Здравствуйте, это ограбление. Боже, не надо!
Вот откуда вы все тут в магазине? Всегда должны быть какие-то вооруженные товарищи находиться. Да ты прям обязан знать. Прям обязан знать. Хогвартс. The Plague Tale. Red Dead Redemption. Прошу вас, сэр, уберите оружие. Почему не могу ограбить? У вас касса пустая или что? Да. Вот другое дело. Раз хотя бы клиентов вооруженных не было. РДР нет. Мне Хогвартс не очень зашел, так еще и дорогой. Baldur's Gate. Я же уже проходил РДР. Обе? Но на компе. Baldur's Gate нет. А тоже хороший вариант. Астробот. Elden Ring, Dark Souls. Только вторую проходил. Uncharted, The Last of Us 1 и 2, может, вдруг. Лара Крофт, Tomb Raider, то есть. Шедевр Астробот я самый первый купил. Uncharted, да. 4. Или несколько частей, может, вдруг. Так, что там по деньгам? Еще 2 тачки надо. Одна вот. Обе The Last of Us я уже прошел. Да, 4. То есть уже 2 или 3 угадали. Астробот это считается или это не в этот раз? Ты говоришь, что самый первый купил. Две угадал, Астробот шутка. Шедевр Астробот. Угу. 2, значит, да? Хорошо. И еще одна машина осталась. Сейчас, как обычно, в голову ничего не приходит. В прошлый раз, я помню, Days Gone не угадал, когда ты спрашивал. В этот раз интересно, что я в этот раз не угадаю. Из того, что я прям обязан знать. А ведь Days Gone это уже, по идее, обязан был знать. Но в прошлый раз не угадал.
Человек-паук нет, ты говорил. Infamous тоже нет. Киберпанк нет. Ведьмак нет. Резидент нет. Урм украл машину работяг. Ой, все. Кстати, интересно будет, сколько сейчас будет денег за грузовик, в отличие от машины. Намного ли больше или так же? Не, не столько, наоборот, меньше. Все. Можно ехать к Джо. Dragon Age, Dragon's Dogma, Мафия 3. Так себе варианты, понимаю, но я уже начинаю придумывать что угодно. Что же там еще такое популярное осталось? Что у меня из головы вылетело? Нет, все нет. Призрак Цусимы. Ассасин какой-нибудь. Far Cry какой-нибудь. GTA какая-нибудь. Но призрака Цусимы хотел. Но передумал на что-то другое, я так понимаю. И что же там могло быть интереснее, чем призрак Цусимы? Far Cry нет, GTA нет. Гоночки какие-нибудь? Передумал, просто вспомнил, что у моего друга уже есть призрак Цусимы, и можно с ним потом обменяться. Это тот, с которым ты то ли God of War, то ли Days Gone обменял. Неплохая стратегия. Друг покупает там какие-то одни игры пачками, а ты другие. И потом просто обменивайтесь, чтобы обоим вам не покупать одни и те же. Хорошая идея, хороший вариант, когда вот есть товарищи по консоли, с которыми можно вот такие махинации проворачивать. Гонки нет. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Зачем 2 раза было это говорить? Одну игру ты играл, даже мне советовал. Так, неплохая подсказка, неплохая. Я играл и советовал. Которые есть на плойке, которые популярны, которые я знаю, которые я советовал, которые я играл. Почему я никак не могу... Это самое. Вроде элементарно.
Вот представьте себе. Мафия первая. И еще ее не назвал. Которая эксклюзивно плойки. Ну, или был эксклюзив. Мафию первый проходил. Ладно, значит, мафии все откидываем полностью. Эксклюзив. Просто не помню, эту игру вроде недавно спиратили. Блин, только не говори, не подсказывай. Мне уже самому интересно, что же прям такое, что элементарное настолько, и я никак не могу все равно вспомнить. Что эксклюзив. Final Fantasy? Я думаю, вряд ли. Да, хотя я ее не советовал вроде. Ну, индюшатины всякие я не беру в внимание. Until Dawn тоже, ты же уже проходил, понятное дело. Где-то ты мне наоборот ее советовал. Silent Hill. Мы уже в сторону хорроров пошли, что ли? Я советовал. Ведьмак я тебя уже спрашивал, но это нет, я так понял. Я помню, советовал Резидента, Ведьмака советовал. Из классики. Той самой. Что еще я там советовал, что я сам проходил. Ёлки-палки. Не хочется идти на свой канал, смотреть свои плейлисты, это будет твои дивизии. Это будет немножко нечестно. Понял. Так я, наверное, моментально вспомню. Скайрим какой-нибудь. Хотя я его не проходил. Ну как не проходил? Ну типа начинал, типа что-то там было, стримы какие-то, но это вообще не относится к слову проходил. А Skyrim есть на 4-й плойке? Ну я же стримил. Не проходил, но 2 или 3 стрима было в самом начале канала. Сразу после The Sword of Mine вроде как. Значит, есть. Я же не на ноуте тогда играл. Только на плойке. Так, думаем. У нас вообще-то еще 2 игры надо придумать, а не одну. С чего ты взял, что эту игру ты стримил на своем канале? Ну просто у меня ассоциация, раз уж ты говоришь, что я ее проходил, у меня аналогия, что я сразу ее стримил, потому что я мало что играл, не стриму. Вито,
Ну, наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёзы его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карла сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Пойду как Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Пойду как Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Да с каких пор ты начал по 2 раза все это повторять? Я не знаю, мы ведь не видели вместе с Джо, как его резали. Нет. Мы ничего не видели. Я ничего не помню. Тебя заразили, что ли? Если что, я все еще пытаюсь вспомнить. Притом еще 2 игры. Одну эту никак не могу угадать, а там еще и 2 какая-то. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вита. Ну просто накидывай. Да тебе, Вита. Да я уже скоро дойду до того момента, что уже не знаю, что накидывать. Детройт. Хотя вроде ты тоже говорил, что его проходил. Ну, Horizon я уже тоже называл. Индюшатину накидывай. Серьезно, индюшатину. Отвали. Ясно. Вот, одна игра инди. Ну, это...
посложнее будет, наверное. Есер Грейс, которую я играл, но я ее и стримил, и рекомендовал. Peppers Please. Disco Elysium. Что еще, что еще? Метро. Сталкер. Да елки-палки. Дадут постоять спокойно. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Пушки говорят, что хочешь. Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом, и надеется, что я ему покажу. Идиот. Хо-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего. Не с чего. Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр, расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте, мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Но так это не наша проблема, потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Мать твою! Твою же мать! Мать твою за ногу!
Ой-ой-ой-ой. Куда дальше? Ух ты, ух ты. Это что за шум? По идее вниз. Но там уже потихо и не получится. Ну ладно. Да пошло оно, я ухожу. Куда ты уходишь? Не уйдешь. Вот его убил! Убили. Вот тебе, подонок! Иди вперед! Я Угу. Куда это ты попёрся? Эй, парни! Магнум. Круто. Ого. Я расслабился. О, хорошо, что не с самого начала. Куда это?
Тебе это понравится? Давай! Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу. Нет, не подготовил. Ну, я не знаю. Я варианты уже там, либо на ходу, если что-то еще вспоминается, то говорю. А прям так вот из таких всех остальных вариантов я уже не знаю даже, что еще придумать. Dishonored, не знаю, какой-нибудь. Что еще там можно придумать, вспомнить? В прошлый раз точно так же было. Я вроде все, что мог угадать, угадал. Вот Days Gone не угадал. А как бы потом еще возмущался, что как я мог это не угадать. Вот сейчас, наверное, будет так же. Одну игру, ладно, можешь назвать все-таки. То я тут одну никак не угадаю, там еще и две. Назову ту, что Индия. Ну давай. Как раз ту, что Индия, у меня меньше шансов угадать. О, господи. Да. Когда тебя так спрашивают, то все сразу из головы летает. Ага. Это точно. Достали прятаться. Сейчас еще и убьют опять. Little Nightmares, точно. Ну это Индия, это ладно, это я бы, наверное, и не угадал. Возможно. А вторая игра, а твою ж дивизию. Вторая игра более интересная. Раз уж она не Индии, какая-то такая большая игра, то от ее я должен как-нибудь все-таки угадать. Хотелось бы, по крайней мере.
Почему так больно бьют, а? Капец. Не успеваю хилить. Куда? Сюда. Ну, в этот раз получили. Но с автоматом уже покруче. Наконец-то. Давай, греби сюда, Вита! Грибу. Вита, сейчас доставим они тебя меня к Эль-Греко. здорово отделали. Ладно, сейчас доставим Кажется, тебя к мне нужен Эль-Греко. врач. Вита, они меня здорово отделали. Опять они все по Кажется, два мне раза. нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя Что? к Эль-Греко. Ладно. Полицейские, как обычно. Да вы какие наглые, никто остановиться не хочет. Кстати, ты слышал, что на Твиче убрали смайлик с Айзеком? Вылазь Это уже не нахрен. первый раз, когда какие-то смайлики убирают. Я уже пару раз замечал, что какой-то смайлик, каким я раньше пользовался, он куда-то пропадает. И так вот несколько смайликов пали и продолжают убираться. Ну, Эль-Греко тебя починит. хотя бы еще какие-то новые иногда добавляют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Чем больше Но тем не дергаешься, менее, тем хуже тебе будет. когда привыкнул к какому-то одному смайлику, часто им пользуешься, и потом он пропадает, становится обидно. Все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе сунуть. Мы же с тобой в одной лодке. Нашел, мать твою. Как всегда. Время. А теперь комедию расслабься ломать. уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе всунуть. Да что происходит с игрой? Мне перезатеяли, что они Комедию ломать. все диалоги по два раза начали говорить. Вообще не круто. Так, это осталась, получается, та игра, которая, ты говорил, эксклюзив была или есть, которую я проходил и рекомендовал. Столько подсказок, как бы, и вот давно не могу вспомнить точно. Что же это такое? Call of Duty какой-нибудь, хотя вряд ли. Я уже называю просто все, что я еще не называл. Я уже тут никакой логикой уже не руководствуюсь. Цивилизации. Диабло. Так, я проехал мимо.
О, кстати, мы едем к этому художнику. Художник, блин, здравствуйте. Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкаю Да кровью. что за день такой? Тут еще один из ваших. Что? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам. С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Что за звук? Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Call of Duty не ожидал. Цивилизации Диабло хоть и имба, но нет. Тоже нет. Что ж такое? Вот я на Диабло надеялся, что все-таки угадаю. Ай. Эксклюзивы. Вот для меня самая главная подсказка — это эксклюзив. Я прям пытаюсь вспомнить все эксклюзивы какие-то, какие были или есть. Еще этот не назвал Ронин какой-то там, он же тоже эксклюзив. Хотя нет, он эксклюзив только для 5-й плойки вроде как, да. Тоже вряд ли. Вуконг тоже нет, потому что его на плойке до сих пор нет. Или нет, есть, это на Xbox его нет. Вуконг? Вуконг нет. Эх. Ронин тоже нет. Это понятно. Сима, ты говорил, тоже нет. Финалка нет. God of War нет. Horizon нет. Days Gone нет. Uncharted был. Detroit нет. Я перебираю все бывшие эксклюзивы плойки. Человек-паук нет. Control называл в самом начале еще. Bloodborne. Если это реально Bloodborne, то я опять удивлюсь, как я его забыл. При этом я Elden Ring и Dark Souls уже давно называл, вот Bloodborne что не забыл. Точнее, наоборот, забыл. Да, Bloodborne. Вот я реально удивлен, почему я у него забыл. Вот что, как и было с Days Gone. Как я мог забыть? При этом, ладно, все-таки вспомнил, но так поздно. При этом вот Elden Ring и Dark Souls я уже давно называл. Bloodborne не назвал. Как так-то? Ну и да, эксклюзив, все дела. Ну официально, да, до сих пор он эксклюзив, но неофициально там, да, что-то слышал, что-то видел, что его уже на ПК можно какими-то там эмуляторами, то ли что-то как-то там можно намудрить и поиграть действительно, но это неофициально. Повторюсь, как и с этим вторым Человеком-пауком тоже. Его на ПК уже давно можно поиграть, но неофициально. Официально его на ПК так и не портировали. Портируют официально в конце января этого как раз таки. Вот тогда я, наверное, только и приступлю к нему. Как раз к тому времени и Майлса Моралеса, наверное, пройдем. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял.
Получается Bloodborne, Control, 4-й Uncharted и Little Nightmares. Такая 4 игр. Неплохой наборчик, неплохой. Вот Bloodborne это точно, да. Сразу вспоминаю, как я тебе его рекомендовал. Что я тоже в это играл, но не стримил, да, точно. Все подсказки совпали, точно. Bloodborne хорошая игра. Хороший выбор. Uncharted аналогично. Control, ну, не играл, тут пока не могу ничего сказать. Пока сам когда-нибудь не доберусь до него. Little Nightmares, ну, наверное, тоже хороший выбор, если тебе такое нравится. Если честно, то я в шоке, что Bloodborne такой сложный. То есть ты уже начал в него поигрывать, да? Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Еврей. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. Спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетту. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Твой отец. Яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Таки да, таки верно. Если понадобятся деньги, таки ты тоже. знаешь, где меня искать. Точно. Таки шалом. Так. Когда человек становится... А чё так быстро пропало, Лё? Так, глава 15. Через тернии к звездам. Финальная глава. Ее-то я и ждал. Наконец-то. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Лео звонит. Да, алло. Вито, это Эдди. А нет, Эдди. Слушай, приходи. Дай угадаю. Перепутал. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карл ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Или Лео нам и не позвонит. Какие-то детали я, возможно, путаю. Да ладно. Итак, чтобы нам одеть на финальный этот самый? Надо было что-то прикупить, зараза.
Давайте парадный наш. Вот этот вот костюмчик. Мистер Скалетта, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, А вот и он. вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Чу. Да, ты что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты, а теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на Мне кого кажется, он потом смотрит не на нас, а То есть куда-то это его на фарш пустили? в Он окно. работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановить. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Пошла жара. Я, конечно, знал, что... Так. В чем я остановился? Вот на этом, да. Я, конечно, знал, на что иду, но, блин, это реально сложно для меня, как для новичка. А, да. Точно помню. Ты же новичок в этом всем деле. И я, по-моему, тебя предупреждал и говорил вроде, что для новичков вроде я бы порекомендовал Elden Ring все-таки, а не Bloodborne. Вроде я давал такой совет. При этом я Bloodborne тоже рекомендовал, конечно, потому что игра офигенная, реально. Но все-таки не для новичка, не для первого впечатления о подобном жанре. Но все-таки это как бы и есть игра про сложность. Там ни для кого нелегко, а тем более для новичков все-таки. Так, я хочу в магазин одежды по пути заскочить. И вот это вот все. Уже начал, да. Угу. И как тебе пока? Кроме того, что реально сложно. По графике-то игра все-таки не новенькая уже, а довольно-таки старая. Фанаты уже давно мечтают о каком-нибудь ремейке, ремастере этой игры, а то и вообще втором Bloodborne. Ну или хотя бы выход на ПК нормальный. А то ничего этого нет. Ни ремейков, ни ремастеров, ни на ПК. Ни тем более второй части вообще забыли про Bloodborne. Видно фанатам. Привет, Кирилл. Сколько лет, сколько зим? Я уж думаю, что ты никогда к нам не вернешься. Витает запах больших денег. Больших денег запах. Чем еще я могу помочь, сэр? Сшитый на заказ костюм.
Сойдет. Большая честь. Для финала сойдет. И мы остановились прямо возле такой же машины. Какое совпадение. Ну, Little Nightmares мне нравится. Я уже играл и прошел во вторую часть. Во вторую, а теперь ты в первую начал. То есть неправильная очередность, но там вроде как это и не важно. Но все-таки. Там же еще вроде как должна выходить третья уже скоро, или уже вышла, или не скоро, но я не слежу, короче, не знаю, что уже третья там планируется. И вообще подобных игр там полным-полно. Не только Little Nightmares, а всяких подобных ей. Так что если тебе реально такое понравится, то подобных в этой игре полным-полно. Я видел. И еще в Bloodborne меня удивило, когда я в какой-то канализации увидел огромную свинью, которая отходит, разгоняется и таранит тебя. О, это-то не удивляйся. Ты не такое увидишь. В подобных играх можно ожидать вообще что угодно. И что самое главное, там можешь не ожидать, это сюжета какого-нибудь нормального. Во всех Souls-лайках, что в Dark Souls, что в Elden Ring, что в Bloodborne, что в Sekiro, сюжет, это, считай, его нет. Там есть лор, есть кое-какие сюжетные, скажем, катсцены такие, но они тебе мало что объяснят, так что какого-нибудь нормального сюжета не ожидай. А какие-нибудь огрызки его, может быть. Самое главное, что в этой игре есть, и про что, собственно, эта игра есть, это боссы, это сложности, это прокачка, это хардкор. И это мрачное, темное фэнтези. Если тебе все это нравится, тогда эта игра точно для тебя. Нравится, но убивают меня почти все. Поэтому надо прокачиваться. Ты видел, собственно, финал моего Elden Ring, когда я прям очень сильно был аж перекачанный. Это реально был прям перекач, когда получается, я убиваю просто всех, а меня никто. Даже финальные боссы с первого, со второго раза побеждались. Это было уже даже слишком скучно. И да слишком перекачанный. А такое можно до такого дойти. Когда прям весь мир исследуешь, ну это именно про Elden Ring. В Bloodborne и Dark Souls все-таки там не открытый мир, там, наверное, настолько перекачаться будет труднее. А в Элдене там открытый мир, и можно бродить по нему целую кучу времени, и все это время параллельно прокачиваться. Так, я не туда заехал, извините. Легся на чат. Я решил зайти в YouTube и увидел тебя в стрим. Ну, добро пожаловать. Снова. Как твои дела? Как твои успехи в играх за все это время? Как Новый год отметил? В конце концов. Да, там наоборот идут части. Понятно. Прости, что раньше не заходил, просто я как-то заходил на YouTube, но не успел на стримы. А, без проблем. Ничего страшного. Сначала вторая, потом первая, потом третья. Ну, я понял. Мне уведомления не приходят. Но это частая проблема для многих, понимаю. О, кстати, пока я вспомнил, Кирилл, раз уж ты на Ютубе, глянь-ка в смайлики. Нет ли там чего-то новенького, интересненького? Если есть, то попробуй покидать нам парочку смайликов. Рад, что ты сейчас проходишь одну из моих любимых игр.
Ну, получается, ты зашел прям под финал. Под самый финал, когда у нас, вот, собственно, обсерватория, самый-самый конец. Потому что я как бы первую мафию ранее проходил и говорил, что и вторую как-нибудь пройдем. Ну и сейчас у нас получается такой после новогодний уже период. Я подумал, когда еще ее лучше проходить, как не сейчас. Вот именно сейчас мы ее быстренько проходим. А насчет третьей мафии пока не знаю. Смайликов покидать. Ну если... Хотя ты с телефона или ты с ПК? Если ты тоже с телефона, то у тебя там тоже, наверное, ничего и не появится. С ПК? Ну если с ПК, тогда должно все быть. У тебя там есть целая куча всяких анимированных смайликов? Или нет? Не такие смайлики. Это обычные смайлики Ютуба. Или попробуй перезагрузить страницу. По идее, это и на Ютубе должно работать, а не только на Твиче. Вроде как. Я скачал Assassin's Creed, Black Flag и Skyrim. А, вот куда ты пропал, понятно. Ну да, Skyrim это одна из тех игр, которые можно пропасть на очень долгое время. Равно как и RDR какой-нибудь, Baldur's Gate, вот такие вот громадные игры, которые просто погрузишься и вернешься оттуда через несколько месяцев. Форма, что вообще посоветуешь Bloodborne? Лучше одноручное или двуручное оружие? Что лучше всего качать и покупать? Блин. Если честно, одноручное или двуручное? Ну, честно, это твое, получается, первое прохождение, твой первый Souls-like. Тут желательно вообще без советов, вообще без никаких. Вот насчет таких вот, что лучше качать, что лучше покупать. Это уже когда что-то другое проходишь, какую-то похожую игру, вот там уже... Ну, ты и сам там уже, наверное, будешь иметь какой-то опыт, а во-вторых, уже и в зависимости от того, какую ты игру выберешь, если ты про нее ничего не знаешь, то там уже я мог бы с радостью что-то посоветовать. Вот именно когда первая именно игра, первый опыт... Но то, что там надо поменьше помирать, это ты уже, наверное, понял, потому что после каждой смерти душу теряешь, а, соответственно, прокачиваешься в 2 раза меньше, а, соответственно, меньше у тебя здоровья, меньше атаки, меньше всего. Поэтому надо выживать, надо учиться уклоняться, парировать. Вот это самое главное, что я в первую очередь даю тебе совет. Насчет одноручного, двуручного оружия или что покупать, тут, наверное, не посоветую все-таки. Тут как тебе удобнее, как тебе привычнее, возможно, по сравнению с какими-то другими играми, может тебе что-то там похожее будет. Привычные механики, привычные какие-нибудь атаки, не знаю. Или может вообще начать новую игру на классе ничтожества? Ну, если вы мазохист, то почему бы и нет? Проблем. Вперед! Вперед из песней! Все отлично, но обидно то, что борду забросил. Мне винду на 11 меняли, прогресс бросился, теперь не хочется. Эх. Да, я помню, как ты рассказывал. Как играл, каков был прогресс, а теперь все это потерялось, и представляю, как тебе обидно. Весь прогресс ушел в никуда. Да. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Смайликов покидать? Ну, судя по тому, что не покидал, значит, что-то, походу,
Ой-ой-ой. Что-то, походу, не так сработало, как я планировал. Я попробовал перезагрузить страницу стрима. Или это реально только на Твиче работает? Хотя писала, что должно и на Ютубе. Ай. А тебя на Твиче нет случайно? Чтобы на Твиче проверить. Потому что надо именно на ПК, я так понял. Потому что на телефоне это по-любому не работает ни у кого. Да с ПК и вроде как все. Ну, может, есть еще и условие, то, что это только на Твиче. Хотя писала, блин, там в этом расширении, что и на Ютубе все должно быть нормально. И у меня вот все нормально. Должно было быть так и у вас. Хотя есть шанс, что это реально только на Твиче. Скорее всего, только на Твиче, да. Есть такой шанс, что только на Твиче. Ну, потому что кроме этого объяснения больше ничего не знаю. Что еще там не так. Assassin's Creed мне понравился тем, что геймплей интереснее стал, как мне кажется. Ну, тем более, если ты любишь пиратскую тематику и морские бои, и вот такое подобное, то тем более, думаю, понравится. И вообще, многие люди, которые играли в Ассасины, считают, что 4 это один из лучших. Я в том числе. При том, что эта игра, скорее всего, таки больше не про ассасинов, а про пиратов и про морские вот такие вот пиратские бои. Но все равно игра великолепная. И там вроде как делают ее ремастер или ремейк, и я очень сильно жду его. Когда он там выйдет, я бы наконец-то даже застримил этого ассасина. Заодно заценил бы этот самый ремейк и постримил бы. А поэтому оригинального 4-го ассасина пока, наверное, стримить не буду. Разве что когда выйдет этот ремастер или ремейк. Black Flag. Skyrim мне очень понравился своей атмосферой и интересным геймплеем. А ты без модов там играешь? Без всякого вот этого вот? Чисто в оригинал? Потому что тут та же ситуация, что с Baldur's Gate. И в оригинал классная игра, конечно же, но с модами в 10 раз круче. И удобнее, и круче. Да, оригинал. А моды из принципа не хочешь, неинтересно. И лень там возиться с этим всем. Или почему? Тупо всех разношу. Иду как танк. Какая ностальгия, когда смотрю, вспоминаю, как впервые проходил Мафия-то. Да. Тоже были у меня такие моменты в некоторых миссиях. Скорее всего, только на Твиче. А тебя на Твиче нет? Случайно. Бы прям точно проверить. То прям хотелось бы проверить очень. Бои на кораблях там это шедевр, а когда там еще песни начинают запевать, вообще отлично. О, да. Думаю, поиграю в оригинал. Я тебя вижу. Черт. Все заново опять, да? Да.
Прекрасно. Дубль 2. Воу-воу-воу-воу-воу. Расстрел. Думаю, поиграю в оригинал, а потом накачаю модов. Ну, тоже неплохо. А на какой-то сложности? На средней. Вот как бы средняя сложность, и иногда так больно бьет, что капец. Я уж боюсь представить, что там на максимальной. Я вообще не привык играть в игры с модами, хз почему, может, лень было возиться. Ну да, это понятное дело, что с модами всегда лень, потому что в некоторых играх с их установкой это та еще морока. Отвратительно. Я пробовал как-то скачать на Мафию 2 мод на прогулку, где можно было спокойно заниматься своими делами без сюжетки. Да, и угадаю, все было не очень успешно. У меня игра перестала запускаться, чисто черный экран. Ну, понятно. Я ненавижу задания на время, причем во всех играх. Аналогично. Только не говорите, что все с самого начала. Говорите, что со входа. Спасибо. Идите как больно. Эта миссия напоминает конец первой мафии. Ну, точнее, не эта миссия, а наоборот. Миссия из первой мафии напоминает эту миссию. Там тоже какое-то здание, нет. О, господи. Там тоже не обсерватория, но тоже какое-то такое здание. Тоже целая толпа народу. Мне почему-то напомнил. Так, подождите.
О, так удобно. А какого фига вы сюда забегаете? Я вам не разрешу. Но при этом первая мафия хардкорнее намного было, по моему мнению. Да, по моему тоже. Еще живой, что ли? И форум, ты там сложность понизил? Что стало удобнее? Ничего я не понижал. Где тут посмотреть? Нельзя посмотреть. Ничего я не понижал. Наоборот, ничего не проще. Меня как убивают тут почти ваншотят с дробовиков. Не только. И так и осталось. Смотрите, не надо мне тут это. Вот кого они послали. Это оскорбление. Я все честно. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой? Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Климент ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Давай, Джо. Собираешься нажать на курок? Ну давай. Чего ты ждешь? Вита, давай убьем подонка. Давай. На счет 3. Ты забьешь на это? Давай. 2. Ну? 3. Final boss. Прикрой меня, Вита. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Опять шуточки Джо про его сестру сейчас будут, да? Неплохо, а? Попал, придурок! И это все, чем меня порадует? Кто-то попал! Давай, быстро, пошли! Ты наконец свихнулся, да? Я посмотрю. Давай уже! Их там всего. Ты еще живой, ну спасибо, конечно, да. Так уж эти их падения, а потом внезапные вставания. Сколько раз меня сбивали с толку.
американцев. Ты в конец свихнулся, да? Я выхожу. Давай уже! Вот опять. Давай, покажи! Вылезай, трусливая крыса! О, еще один отдал концы! Ой, ну вы видели это, видели? Ну вот опять. Уже сколько раз за всю игру такое было? Кто-нибудь уберите! Может гранатами всех закидать? Твою мать! Тут еще темно в некоторых местах. Ты в конец свихнулся, да? Я посмотрю. Это чисто рандом. Умер он или не умер после падения своего? Помнишь, ты мне 5 баксов должен? Угу. Так, Джо случайно не это самое. Там сколько можно? Я доберусь! Да я крут! Все? Да. Ей. Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну, убивал за свою семью, убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это для меня. Пошел ты! Долбаный хрен. Легендарная сцена. Но сейчас будет еще более легендарнейшая. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. Так, о чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа, даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 баксов должен. 5 баксов должен, ага. Там сложность нельзя понизить в игре, но тем более. Мне кажется, они бессмертны здесь. Ну, могло сдаться такое мнение. Тогда актеры, блин. Меня в этой миссии то же самое бесило, так еще плюс, что они непонятно откуда лезут, и их много. Угу. Когда я первый раз проходил эту миссию, то у меня прямо аж сол порвалась, а потом стало легко. Ага, я уже боюсь представить, что там на максимальной сложности. У нас на средней они иногда ваншотят. Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Навестим Пошли девочек. со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Ну что там за тайны? Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил.
А вот это просто самая легендарнейшая сцена и за всю серию, за всю трилогию Мафии, мне кажется, всех времен. И никакой сцены получше этой уже не сделают за всю Мафию, мне кажется. Уже сколько лет этой игре, а сцена все как была легендарная, такой и осталась. Джо в сделку не входил. И все на этом. Только титры. Ой-ой-ой, авторские права. Ну ладно, если авторские права будут, то для вас это будет эксклюзив, те, кто сейчас прямо на эфире это смотрят. Если авторские права в записи, тут будет просто тишина. Наверное. Или только мой голос, а музыки не будет, или вообще будет полная тишина. Ни музыки, ни моего голоса. И чата тоже не будет. Так что, зависит от того, разработчики задушили в этот момент на титрах или нет. Ой, нет, ну нет, я когда прошел, мне потом весь день как-то грустно было. А я даже не помню, какие у меня были ощущения на первом моем прохождении. Потому что это было капец как давно, и с тех пор я еще столько раз перепроходил эту игру и сам, и на ютубе. Вспомнить, какие у меня были прям ощущения в самое первое прохождение, это было тяжеловато вспомнить. Ну, тоже, наверное, было капец как грустно. Но эти моменты все мне тоже капец как запомнились. Навсегда. Еще ни в одной игре не видел настолько грустную сцену. Ну, грустных сцен много. Но сцена с Джо в сделку не входил, одна. Кстати, нам же вроде в третьей части намекнули, что Джо жив. Да, вроде и показали, и... Ну, как бы не прям в лицо сказали, что вот Джо, вот он. Вот он, поздоровайтесь с ним, он живой. С ним все хорошо. Как бы намекнули. Ну и то не намекнули, просто показали, а вы уж там сами додумайте, догадывайтесь, ставьте теории, делайте там вот эти все свои. Ну, там, наверное, было прям очевидно, что это реально Джо, что он все-таки живой, что он там налево работает или что-то типа этого. Что вроде все хорошо. Вито будет третьей части, Лео будет третьей части, Джо будет третьей части. Мимолетно, по крайней мере. Но только ради этого проходить всю третью часть мне, если честно, все равно не хочется. Когда-нибудь попробуем, наверное, на один стримец хотя бы, как я уже обещал, третью мафию. Не знаю, до того, как выйдет новая мафия или после. Насчет полного прохождения посмотрим. Вряд ли она меня зацепит, но мало ли. Но вот первую и вторую мафию я обязан был пройти. Первую так, потому что я ее никогда и не играл, а вторую, потому что великолепная игра можно проходить сколько угодно раз. И во-вторых, я хотел попробовать вот это вот Definitive Edition, который я еще не играл ни разу. Только в оригинальную вторую мафию играл. И что я могу вам сказать по поводу этого Definitive Edition? Фигня полная. Лучше оригинальная вторая мафия. И не только я так говорю, я многие мнения тоже слышал и видел, что никому это Definitive Edition второй мафии не понравилось. И согласен с этим тоже теперь я когда тоже лично попробовал поиграть. Потому что здесь столько всяких багов появилось, столько подлагиваний, столько всяких зависаний. Ну и короче, на некоторых стримах вы видели, кто видел, собственно, вот всякие вот такие моменты подобные. Особенно мне запомнился момент с прической Вито в какой-то там миссии, когда просто полголовы отрезал. Это было смешно. Так что лучше оригинальная вторая мафия, не Definitive Edition, нет. Фигня. Первая мафия мне понравилась, когда я впервые ее проходил. Ну а вторая, тут понятное дело, что понравилось. Вот Definitive Edition не понравилась, а сама игра, сама мафия просто супер. И всегда такой будет. Да, он водитель, не помню кого. Лео. Если я правильно помню.
Там же Лео Квито приедет, третьей мафии. Я видел этот момент, я саму игру не смотрел, не проходил, но вот именно этот момент мне было интересно глянуть. Ты заспойлерил его себе, типа. Свито, Лео и Джо. Тот момент в игре. Ну, совсем чуть-чуть. Их просто разделили, потому что поняли, что очень-очень сильные вместе. Угу. Как вариант. Ну, это уже там таких теорий на это наделали уже. Массойти. Потому что конкретно вроде так ничего и там даже в третьей части не объяснили, не сказали, что там про Джо, про Вито, что с ними там стало. Вообще ничего. Я так думаю. Мне кажется, они одинаковые. У меня все норм было, только графика чуть лучше. Ну, графика, возможно, да, местами получше, но меня вот сильно разочаровало то, что багов было побольше. То, что иногда местами реально прям подлагивала игра. То, что она капец какая старая и все равно подлагивает, как какой-нибудь Stalker 2. Который, понятное дело, почему лагал. Но то, чтобы мафия тут подлагивала в некоторые моменты, это для меня было вообще неожиданно и неприятно. Ну и всякие вот такие вот баги визуальные, как говорю, с той прической было. Это было вообще смешно. В оригинале никогда такого не было, не помню ни разу. Чтобы какие-то такие вот смешные баги были или подлагивания. В оригинале все всегда супер было. Вот в Definitive Edition что-то намутили. Получается стрим ровно 3 часика, да? Потому что я не смотрю. Не смотрел даже сколько там по времени у нас ушло. Сколько там? Ровно 3 часика? Не, ровно 4 часика почти. Это на Твиче получается стрим разделялся какого-то фига. Не знаю почему. Но вроде только на Твиче. Да. Вроде только на Твиче. А так стрим идет 3 часа 40 минут. По-правильному. Но все равно. Нормально. По времени уложились. Я таки предполагал, что где-то столько мы будем сегодня стримить. Потому что думал, делать ли еще 4-й стрим, но думал, сегодня успеем. Вот и как раз все успели, как и планировалось. Все вовремя, все супер. Ладненько, тогда всем удачи, всем пока. Да, тогда. Всем до встречи на Человеке-пауке. Будем теперь его допроходить. Там, я думаю, тоже где-то за 3 стрима мы его пройдем. На втором продолжим делать всякие там квестики и тому подобное. Может, сюжетку затронем, какую-то там часть. Ну и в основную всякую интересную штуковину. А точнее сюжет. Самый интересный финал. Ставим уже на 3-й стрим. Возможно. Короче, увидимся там. Я думаю, 3-ю часть Мафии пройти. Ну, удачи тогда. Надеюсь, понравится. Потому что многие недовольны ею. Все тогда. Спасибо, Кирилл, что зашел сегодня к нам. Надеюсь, не забудешь. Еще как-нибудь будешь забегать. Спасибо также всем, кто еще на стриме заглядывал. Эмикс там и... Кто еще? Еще кто-то заглядывал на стрим вроде. Спасибо, в общем, всем, кто заходил, кто, может, смотрел или слушал молча. Кто ставил лайки на ютубе, кто в записи будет смотреть. Спасибо всем, кто смотрел это прохождение этой прекрасной игры. Увидимся на следующих прохождениях, на следующих играх, на следующих стримах. До встречи, спокойной ночи, всем пока.